Всем панкейк! Что вы представляете себе, когда слышите слово «мост»? Огромное бетонное и металлическое сооружение, соединяющее два берега или дороги. Но знаете ли вы, что на нашей планете сама природа помогает людям строить мосты из корней деревьев? И сегодня мы с вами узнаем, какие они, самые необычные, страшные и крутые мосты в мире. Приятного просмотра! Один из самых опасных мостов в мире находится в России. Это Витимский мост через реку Витим. И самое страшное в нем то, что за ним уже давно никто не следит. Мост был построен еще в 1982 году на границе двух регионов Бурятии и Забайкальского края и представлял собой несколько металлических опор, уложенные на них пролеты, а также деревянные шпалы вместо настила. Ни дорожного полотна, ни перил, ничего, что обеспечивало бы безопасность. По этому мосту длиной около 500 метров и высотой около 15 метров катаются машины. Вот только ширина конструкции всего на десяток сантиметров больше, чем база грузового автомобиля. И чтобы проехать по мосту, нужно иметь сопровождающего, который будет идти впереди и руководить действиями водителя. А если добавить ко всему этому постоянный ветер, дующий по реке, а также тот факт, что мост оказался не нужен никому из администрации двух регионов, а потому со временем прогнил, станет совсем страшно. Пересекать его настолько опасно, что в интернете есть страница, посвященная тем смельчакам, кто смог пересечь его и выжить. А ведь это единственный путь попасть в ближайший город для жителей поселка Куанда. Любителям экстрима также стоит посетить Китай. Эта страна – чемпион по возведению мостов из такого необычного материала, как стекло. Меньше чем за 15 лет здесь появилось около 2500 переходов с прозрачным покрытием. Причем далеко не все они выполняют утилитарную функцию. Многие мосты были возведены исключительно ради привлечения туристов. Например, Джанцзянде или Путь облаков к небу – мост, собравший не менее 3 мировых рекордов за самый уникальный материал, дизайн и длину. Он подвешен на высоте 260 метров, имеет 6 метров ширины и 430 метров длины. Под ногами у туриста находится самый настоящий каньон, а стеклянное покрытие создает ощущение полета. Но не только этот мост может удивить в Китае. Еще одной достопримечательностью здесь является прогулочная дорожка «Извивающийся дракон», которая находится буквально в том же месте и опоясывает гору Тяньмэнь. Что же она из себя представляет? Да в целом ничего особенного, просто стекло, из которого она сделана, имеет обыкновение трескаться под ногами прохожих. Администрация парка утверждает, что это спецэффект. Чтобы добавить остроты ощущений, инженеры специально монтируют на дорожку безопасные, но при этом скрипящие и трескающиеся панели. Хорошая отговорка, да. Вот только стеклянные мосты Китая и правда не отличаются безопасностью и часто закрываются на реконструкции из-за несоответствия требованиям. Еще один мост, который попадает под категорию «Только не смотри вниз», находится в Альпах, Швейцарии. Он носит название Трифт в честь ледника, который ранее находился под ним, но растаял и превратился в небольшое озеро изумрудного цвета на высоте более 3000 метров. В 2004 году появилась первая версия этого моста. Его длина составила 170 метров, а ширина около 1 метра. В то время конструкция была совсем неустойчивой и постоянно раскачивалась на ветру. Не каждый бы отважился здесь пройти. Но летом 2009 года мост был модернизирован. Строители заменили веревочные канаты на стальные и увеличили высоту перил. В результате конструкция получилась очень надежная и устойчивая. Современный мост Трифт может выдержать до 500 тонн снега и порывы ветра до 200 км в час. Однако проход по нему все еще захватывает дух. Ведь люди делают это без страховки, на такой большой высоте. А если поверить местным жителям, эта подвесная конструкция над горным озером Трифт была построена всего за 3 дня. Звучит не слишком надежно. Но не все мосты так опасны.
Бывают такие конструкции, которые лишь удивляют своей красотой и необычностью, а не запугивают. Например, мост с красивым названием Три Грации, расположенный в Арабских Эмиратах, городе Дубай. Доподлинно неизвестно, какие именно грации вдохновили конструкторов на воплощение этой идеи, но то, что мост никогда не будет иметь конкурентов, ясно с первого взгляда. Проект был создан архитектурным агентством в Роттердаме, и его дизайнеры хотели объединить в одном строении символы единства и красоты. На форму же конструкции вдохновил архитекторов крошечный морской обитатель под названием радиолярия. Чтобы добиться максимального сходства с причудливыми ажурными формами простейших обитателей моря, была создана единая несущая обшивка из специального бетона со стеклянными вертикальными стойками внутри. Теперь эта архитектурная группа, состоящая из 3 башен, олицетворяющих радость, красоту и очарование, и соединенных между собой пешеходным мостом длиной 600 метров, будет украшать набережную города Дубай. Не менее прекрасный мост находится в Сеуле и пересекает реку Хань. Его называют мостом танцующих фонтанов, но его официальное название – Банпо. Эта конструкция была построена еще в 1982 году, но главная изюминка этого места – фонтаны – появилась лишь в 2009 году. Они расположены вдоль всей длины моста и выстреливают 190 тоннами воды в минуту с каждой стороны моста из 380 носиков. Это самый большой в мире мост с фонтанами, о чем есть запись в книге рекордов Гиннесса. Но кроме своей эстетической функции, фонтаны также выполняют роль очищения воды, ведь в каждом носике установлен очищающий фильтр. Но большое количество людей привлекает вовсе не это, а невероятные световые шоу, устраиваемые на мосту дважды в день – днем и после заката. В это время Банпо напоминает радугу благодаря 10 тысячам светодиодов. Компьютерное управление позволяет менять угол наклона носиков, из которых льются струи воды, из-за чего фонтаны кажутся танцующими под звучащую вокруг музыку. Так необычный мост не только безвреден для окружающей среды, но еще и просто очень красив. Некоторые мосты отличаются своими уникальными свойствами. Архитекторы и инженеры в поисках самых удобных конструкций часто прибегают к очень необычным решениям. Например, интересен скручивающийся мост к Пэддингтонской области Лондона. Особенным его делает то, что этот мост-трансформер умеет сворачиваться и разворачиваться, подобно гусенице. Каждую пятницу восьмиугольная структура трансформируется, а затем в течение дня собирается обратно в оригинальную форму. Чтобы проделывать такие трансформации, мост использует гидравлику. Мост Millennium в городе Гейтсхед, все в той же Великобритании, также удивляет своей необычной конструкцией. Это первый в мире наклоняемый пешеходный мост, открытый в 2001 году. Его основа 2 стальные арки, одна из которых вздымается над поверхностью воды на высоту 50 метров. По другой, расположенной практически горизонтально, могут ходить пешеходы. Но как только к мосту подъезжает крупное судно, обе арки, соединенные стальными тросами, поднимаются наверх над водой, чтобы пропустить его. Все это длится не более 5 минут, а сам процесс напоминает подмигивающий глаз. Именно такое необычное название дали мосту туристы. Но не только для пешеходов и машин создаются мосты. Бывает так, что по мосту пускают воду, и тогда он называется акведуком. Первые такие конструкции стали появляться еще в Древнем Риме, а потом в 17 веке их масштаб увеличился, и по ним даже стали пускать суда. Самый длинный и крупный из акведуков был построен в начале 21 века в Германии – Магдебургский водный мост, соединяющий канал Эльба-Хафель и Среднегерманский канал. Его длина 918 метров, глубина 6,25 метра, а ширина 90 метров. И построен он над Эльбой. Бетонный водный мост под Берлином предоставил судам новый удобный путь.
До его открытия в 2003 году корабли были вынуждены совершать 12-километровый крюк через другие водные пути, что доставляло капитанам немало хлопот. Так современные технологии значительно упростили жизнь, а в Германии появилась новая достопримечательность. Но не только акведуки были построены для удобства судов. Фолькеркское колесо – странная конструкция, напоминающая мост, но являющаяся по сути лифтом для кораблей. Исходные данные таковы. С достаточно давних времен существовали недалеко друг от друга два канала. Один из Эдинбурга до города Фалкирк, другой из Глазго до реки Фос. Между ближайшими их точками было примерно 3 километра. И была насущая необходимость связать между собой два важнейших шотландских города. Что и было сделано. Построена система из 11 шлюзов, так как перепад высот был 35 метров. Вот только этот короткий отрезок занимал у судов целых 9 часов, что делало построенные шлюзы неудобными, и их вскоре засыпали. И лишь в 21 веке проблема была снова решена. Построен современный судоподъемник, значительно ускоривший подъем судов из одного канала в другой. Теперь это место также привлекает множество туристов, ведь это первый и пока что единственный лифт такого формата. Интересен также и мост Моисея, который находится в Нидерландах. Своим названием он обязан известному пророку, знакомому большинству по легенде о рассечении воды. Этот мост, подобно Моисею, буквально раскалывает воду на две части, а не возвышается над ее поверхностью. Мост был построен в 2011 году, во время реконструкции форта XVII века. Изначально его должны были построить через ров вокруг этой крепости, но архитекторы не захотели разрушать исторический облик сооружения и просто утопили мост в воде, что позволило сделать его практически незаметным, но таким же функциональным. Этот дизайн создает иллюзию, будто вы идете через воду, а мост гармонирует с пейзажем. Он полностью сделан из древесины и является водонепроницаемым. Специальное покрытие должно увеличить срок службы такого моста до 50 лет. Некоторые мосты строятся лишь для красоты и для того, чтобы удивить окружающих. Так, в 2003 году, после того, как австрийский город Грац был удостоен звания Европейской культурной столицы, эпатажный американский архитектор и художник Вито Акончи создал экстравагантное сооружение – мост-остров Муринзель, соединивший берега реки Мур. Эта конструкция напоминает гигантскую чашу-раковину, нижняя часть которой постепенно трансформируется в изогнутый купол. Мост-остров имеет две основные зоны – закрытую, где под стеклянным куполом расположили кафе-бар, и открытую с амфитеатром и детской площадкой. Чтобы удержать огромную конструкцию площадью в 1000 квадратных метров, к дну реки ее прикрепили якорями, а для того, чтобы оказаться в этой уникальной раковине, нужно пройти по длинным изогнутым трапам, расположенным с двух противоположных сторон рукотворного острова. Стеклянная раковина, парящая над водами Мура, выглядит очень оригинально в любое время. Но вот ночью этот необыкновенный сосуд, благодаря разноцветной подсветке, превращается в самое уникальное украшение европейского городка. Не все мосты, существующие в нашем мире, созданы руками человека. Некоторые из них – природное или, как некоторые считают, божественное творение. Например, Адамов мост или мост Рамы – это вереница отмелей и коралловых островков протяженностью 48 километров в Индийском океане между полуостровом Индостан и островом Шри-Ланка. Местами островки выступают над поверхностью воды в половодье, но основная часть так называемого моста лежит под водой на глубине около 1 метра. В древнеиндийских эпосах упоминается удивительное мегалитическое сооружение – мост Рамы. Раньше он находился над водой полностью, но оказался разрушен штормом после сильнейшего землетрясения. При этом характерно, что и сейчас со спутников видно это сооружение.
которым местные жители пользовались до конца 15 века. Процесс возведения этого моста описывается также в древнеиндийском эпосе Рамаяне. Если верить датировке, то происходило это около 1 миллиона 200 тысяч лет назад. Легенды утверждают, что мост длиной в 30 миль строили боги. Руководил строительством сын легендарного зодчего Вишвакармана Нал. Именно по этому мосту переправились на остров войска Рамы для главного сражения с армией демона Раваны, который похитил супругу Рамы Ситу. Вообще, Индия – удивительное место. Может, там и правда хозяйствовали боги несколько сотен лет назад? Как иначе объяснить такую смекалку местных жителей, которые стали строить мосты из корней деревьев? Живые корневые мосты создаются с помощью совместных усилий людей и природы. У каучуконосного фикуса, распространенного на востоке страны, гибкие и длинные корни, растущие над землей. Местные народы Кхаси и Джантина научились управлять ростом этих корней и строить из них мосты над реками и тропы в джунглях. Но на самом деле такие конструкции не строят, а плетут из тонких молодых корней, которые со временем утолщаются и образуют прочную подвесную конструкцию. Возраст самых старых корневых сооружений перевалил за 100 лет. Длина готовых экологически чистых переправ достигает 30 метров, а грузоподъемность – 50 человек. И в отличие от обычных деревянных мостов, живые мосты со временем не ветшают и не разлагаются, а только крепнут. Их единственным недостатком является длительный период создания, который растягивается на 10-15 лет. Кроме того, это очень красиво выглядит и уж точно не влияет на экологическую обстановку в стране. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Такие страшные, необычные и крутые мосты существуют на нашей планете. Конечно, это не исчерпывающий список уникальных сооружений, их намного больше. Мы постарались показать вам самые интересные из них. Прошла почти четверть 21 века, и кто знает, может, современным архитекторам еще есть нас чем удивить. Спасибо за просмотр.